Всем привет! Сегодня у нас расклад, будет ли у вас совместное будущее, и сразу скажу нет. Не приглашаю я в проживание арканов или еще куда-то. Сразу скажу, я читаю карты. Если они показывают, что совместного будущего, например, нет, или есть с человеком, которого вы, например, ненавидите, я так и скажу. Эти расклады на этом канале не для того, чтобы я вам понравился. Я не буду вам лепить, как говорится, макароны на уши, чтобы вам понравиться, что у вас будет счастливое будущее и прочее. Что показывают карты, то я и говорю. Запомните, это очень важно. Вы это мимо ушей пропускаете и, как сказать, не нравится правда, да, будем объективны, многим правда не нравится. Что карты показывают, то я и говорю без попыток вам понравится. На башню, на десятку мечей я не буду говорить, что вы домик построите и будете жить счастливо. Никогда такого не будет. Карты показывают плохое, я говорю плохое. Расклады тут правдивые, без всякой вот этой лапши на уши, чтобы вам понравиться. Это очень важно. И давайте приступим к нашему раскладу. Единички. Первые две карты — сигнификация, что сейчас между вами. Остальные читаем парно. У вас сейчас, знаешь, история про разные скорости жизни. Ты уже мысленно строишь планы на вас двоих, где вы жить будете, куда в отпуск поедете, какие покупки вместе делать будете, как Новый год встречать. Ты в голове рисуешь картинку общего быта и думаешь о том, как он в твою жизнь впишется и как вы будете друг друга дополнять. То есть у тебя история из турецких сериалов в голове. Ты на него смотришь и видишь потенциал огромный ваших отношений, которые перерастут во что-то серьезное. А вот он совершенно в другом месте. Он доволен тем, что имеет. У него работа есть, которая его устраивает, есть друзья, есть там хобби, привычный образ жизни у него сложился. Он не ищет кардинальных перемен и не торопится что-то в своей жизни менять. Ты для него сейчас приятное дополнение к уже вот этому сложившемуся порядку вещей, но ты не центр, вокруг которого он будет перестраивать свое существование. Ни в коем случае. Между вами сейчас дисбаланс. Ты инвестируешь эмоции в будущее, а он живет настоящим. Ты уже на себя примеряешь, наверное, фату, роль его жены, а он просто хорошо время с тобой проводит. И вот это создает напряжение, потому что ты это чувствуешь. Вы находитесь в разных фазах готовности к отношениям. Ты хочешь вперед двигаться, а он комфортно себя чувствует на вот этом уровне близости, который сейчас есть у вас. Будет ли у вас совместное будущее? Это про то, что я говорил. Нет, если карты показывают нет, я и буду говорить, что нет. И знаешь, причина в чем? Ваши отношения, они зависят от каких-то внешних обстоятельств больше, чем от ваших чувств. Жизнь вам подбросит такую ситуацию, которая покажет, насколько по-разному вы видите приоритеты и готовность идти друг другу навстречу. Он человек настроения. Вот настроение и эмоции, которые у него постоянно меняются. Сегодня он самый нежный, внимательный, завтра холодный, отстраненный, послезавтра пропал на 2 дня. У него нет стабильной линии поведения в отношениях.
Он планы не строит, он не думает о последствиях своих поступков, он просто живет импульсами, и тебе с этим нужно смириться. Когда ему хорошо с тобой, он рядом, когда настроение меняется, он исчезает. В какой-то момент жизнь поставит перед вами, знаешь, выбор. Либо вы делаете решительный шаг навстречу друг другу, либо расходитесь. Это, знаешь, это или необходимость переезжать в другой город, или предложение съехаться. Ну или проблемы в семье. Что-то вот, что потребует четкой позиции и взрослых решений. И тут ваши пути разойдутся. Ты будешь готова взять на себя ответственность, а он начнет искать способы избежать серьезности, потому что ему легкости больше, как говорится, хочется. Он просто не готов к такому уровню ответственности, которого требует настоящее отношение. Поэтому история закончится, но не драматично, нет. Просто жизнь покажет, что вы друг другу не подходите по глубине своих намерений. Понимаешь? Где вы оба по краю ходите. Знаешь, ваша проблема главная, она в том, что вы оба играете в игру под названием «Как надо себя вести в отношениях». Но при этом каждый хочет совершенно другого, противоположного вы хотите. Понимаешь? Семья, там, окружение, подруги, друзья, они создают определенные ожидания от ваших отношений. Должны встречаться, должны быть серьезными, должен сделать этот, как его, предложение, должны планировать будущее, где вы будете жить. И ты стараешься быть правильной ему женщиной, да, не давить, не требовать, сцен не устраивать, ведешь себя так, как положено воспитанной женщине, которая понимает, что мужчине там время нужно, пространство нужно. И ты подавляешь свои истинные потребности в близости и определенности. Потому что что? Потому что я боюсь показаться навязчивой. А он тоже роль играет. Встречается с тобой регулярно, правильные слова говорит, ведет себя как этот, как твой парень. Но внутри он мечтает о чем-то совершенно другом. Ему хочется легких отношений, без обязательств, без романтических приключений. Понимаешь? Он не готов к серьезности, но он об этом не может тебе признаться. Не то, что тебе, себе даже признаться в этом не может. И вы оба ходите по краю между тем, чего от вас ждут, и тем, что вы реально чувствуете. И это постоянное внутреннее напряжение создает. Ты подавляешь свою потребность в стабильности, потому что а вдруг он там испугается, а вдруг я навязчиво слишком покажусь. А он подавляет свою потребность в свободе. И в итоге никто из вас не получает того, что хочет действительно для своего счастья. Совет, ну знаешь, начинай задавать прямые вопросы. Вот я объясню, вот смотри, ты уже давно чувствуешь, что вот что-то не так в ваших отношениях. Но вместо того, чтобы правду выяснить, ты каждое его слово анализируешь, скрытые смыслы в его поведении ищешь, строишь теорию о том, что он имел в виду, и, конечно же, сама додумываешь. Перестань играть в детективы и стань взрослой женщиной, которая имеет право знать, где она стоит. Вот напрямую его спроси, видит ли он вообще будущее в ваших отношениях. Там, готов ли он к серьезным шагам, что он к тебе на самом деле чувствует. Не у тарологов смотри, а вот именно у него спроси. И ни в коем случае не принимай вот такие вот змеиные ответы. Вот как называется-то, вот когда змея юлит. Уклончивые ответы. И не принимай попытки перевести тему. Он будет это делать. Я сразу скажу, эти разговоры могут привести к разочарованию. Ты узнаешь то, что где-то внутри ты уже подозреваешь, что он не настолько в тебе заинтересован, как тебе хотелось бы, потому что у тебя в голове турецкий сериал. И правда, она совершенно другая. Но, знаешь, это лучше, чем тратить месяцы и годы на отношения, которые ведут там в тупик. Не бойся остаться одна.
если там выяснится, что ваши планы не совпадают. Одиночество лучше, чем иллюзия близости с человеком, который не готов вкладываться в отношения на том уровне, который нужен тебе. У тебя есть право требовать определенности и получать честные ответы на свои вопросы. И если он их дать не может, то это тоже ответ. Твоя сейчас задача не спасти отношения любой ценой, а выяснить правду, даже если она будет больненькой тебе. Потому что только зная правду, ты сможешь принимать нормальные решения о своей жизни, а не вот эти вот, как говорится, в голове турецкие сериалы. Мне тут больше сказать нечего. Подписывайся на канал, если еще не подписано, и переходим ко второму варианту. Двоечки, сразу говорю, не готовы к правде, на другие каналы смотрите лапшу. Тут сразу говорю, да, тут печальненько, но я буду говорить то, что показывают карты, без вот этого желания вам понравится. Потому что карты потом со мной просто разговаривать перестанут. Итак, парно читаем первые две. Это что сейчас между вами? Вы знаешь, как сказать, вы оба в отношения вкладывались, но вот как-то по-разному, с разной отдачей. Ты на эти отношения пашешь так же, как вот на важную работу. Смотришь, что подтянуть, где подстроиться, где поднажать. Ты берешь на себя много вот этих бытовых и эмоциональных моментов. Держишь все в руках, но в ответ ты получаешь не баланс, а постоянное ощущение, что вот твои усилия вроде бы замечают, но не ценят по-настоящему. А он же больше вот играет в свою игру, где важнее победить и доказать, что он прав, чем там построить комфорт вдвоем. На словах он за команду, но на деле он частенько тянет одеяло на себя. У вас есть элемент вот этой скрытой конкуренции. Кто больше сделал, кто прав, кто главный, у кого пульт от телевизора. Вместо того, чтобы идти вот в одном направлении, вы иногда как будто проверяете друг друга на прочность. Из-за этого хорошее, что вы создаете, часто обесценивается вот этими ссорами, склоками, желанием доказать свою позицию. И это не мелочи, нет. Это скрытая борьба, она формирует атмосферу, где тепло чередуется с холодом. А доверие у вас то появляется, то рушится, то появляется, то рушится. Ой, сегодня все замечательно, на ручках у него сидишь, на коленках точнее, и думаешь, ой, мы одна пара, а завтра уже я с ним расстаться хочу. Будет ли совместное будущее? Карты показывают, что нет. И тут дело не в отсутствии чувств, нет. В вашем разном взгляде на то, как строить жизнь вместе, в этом дело. Ты настроена вот на базу. Стабильность, уют, общее развитие, идем рука об руку вместе. А он хочет быть вот главным архитектором всего происходящего. Понимаешь? Маг рядом с твоей хозяйственной энергией — это про контроль. Он любит, когда все под его управлением, и не факт, что это общее управление. И при этом он умеет сделать красиво. Он умеет там, как сказать, вдохновить, даже дела подтянуть, но делает это так, что вот центр тяжести уходит на него. Для него, знаешь, отношения — это вот поле, где можно проявить свою силу, свое умение решать. А для тебя это место, где можно разделить. На этом и ломается идея вашего общего будущего. Вы оба сильные, но он хочет, чтобы твоя сила работала на него, а не на общее, понимаешь? И вот это и есть ядро конфликта, которое вы, ну, никак не обойдете.
где вы оба по краю ходите, паузу вы оба держите в том, что реально хотите сказать или сделать. Он тянет время, действует осторожно, без вот этих резких шажков. Твоя крайность в том, что ты готова терпеть и ждать, пока он, по твоему ощущению, созреет. Созреет, ты ждешь, когда он. Вы, как знаешь, два человека, которые стоят у воды и думают, что кто первый прыгнет. Но время-то идет, и никто не прыгает. Вот примерно вот так. Он привык медленно двигаться, шажок за шажочком, не торопясь принимать решения. Для него, знаешь, комфортнее растягивать вот этот процесс, чем прямо отвечать на вопрос там, что дальше между нами. А ты замерла в этом в ожидании. Теряешь темп и позволяешь заморозить это все. Вместо обсуждения будущего у вас получается жизнь в долгой паузе, где вроде бы вместе, но дальше не идете. И это опасное равновесие. Внешне спокойно, а внутри медленно все остывает. Что делать? Ну, знаешь, тебе пора вынуть это все на свет и убрать туман. Луна, перевернутая солнцем, это, знаешь, это четкий намек, хватит жить догадками и чувствами, что «а мне кажется». У вас тут нужна прямота, даже если она что-то разрушит. Проговори то, что ты давно в голове держишь, и задавай прямые вопросы про ваши реальные планы. Не намеками, не через вот это вот «а как ты на будущее смотришь», а вот четко. Понимаешь? Это выход из вашей зоны комфорта и для тебя, и для него из этой паузы. Но без этого вы так и зависнете в состоянии то ли отношения, то ли не отношения. Ясности солнце требует. А ясность приходит только от конкретных слов и от конкретных действий. Сними розовые очки из себя и с него. Надежду отбрось, что он там сам все предложит, сам все сделает, и факты собери. Что он делает, а не там, что он лапшу какую вешает. И после этого станет очевидно, есть ли у вас куда двигаться или пора, как говорится, страничку закрывать. Тут мне больше сказать нечего. Ну, правда, она такая, а что ж ты хотела? Думала, я тебе скажу, сейчас домик построите? Ну нет, карты этого не показывают. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки, троечки. Сразу я все вижу уже, да? И сразу повторю, услышь меня. Что карты показывают, то и говорю. Я не буду плохие карты читать хорошо, чтобы там вам понравится, еще что-то. Нет, моя задача вот карты вытянул, их, как говорится, прочитал, и все. Поэтому за счастливыми сказками из турецких сериалов, где вам лапшу вешают и хотят понравиться, это не сюда. Потому что я хочу, чтобы со мной карты продолжали разговаривать. Поэтому две карты парные. Первые — это сигнификация, что сейчас между вами. В ожидании застряли. Вы отношения не рвете, но и не двигаете их вперед. Вот с одной стороны есть привязка. Сильная, вот такая, как сказать, тянущая, которая держит вас рядом, даже когда тяжело очень. И она основана, знаешь, не только на чувствах. Это привычка, дела общие, совместное прошлое, зависимости там друг от друга. У каждого из вас есть свои причины оставаться в этих отношениях. Но это нездоровое вот это чувство.
Скорее, это ощущение, что слишком много вложено, чтобы просто, как говорится, встать и уйти. Ты ждешь момента, когда отношения созреют, и он там перестанет метаться или увиливать. Но сам он не в спешке, понимаешь? Он не спешит пересматривать происходящее. Его позиция — это вот сохранять так, как есть. Пусть с изъянами, пусть там страшно, пусть неудобно. И это затягивает, как вот липкая паутина. Вроде есть шанс на рост, но каждый день вы на месте топчетесь. Ни ты, ни он не решаетесь точку поставить или окончательно начать строить что-то по-настоящему срочное. Вы зависли. И у вас пока энергия, она уходит не на развитие, а на удержание привычной конструкции, которая выглядит на этот надежный, но только снаружи. А внутри напряжение, а внутри скрытые претензии, и не говори мне, что это не так. Будет ли совместное будущее? Нет. Вот карты показывают нет. Я никак вот не могу так вывернуться, как говорится, жоп свою вывернуть, чтобы вот было да. Ну нет. Потому что когда вот встанет вопрос выбора, он уйдет. А если я тебе сейчас скажу, да, он тебя любит, ну какая это будет правда? Карты этого не показывают. Вопрос выбора, он уйдет сразу. И это не обязательно будет какой-то там резкий скандал или предательство. Нет. Это будет осознанный побег от того, что требует глубины и вовлеченности. Вы пройдете еще один виток сближения, может, даже сгладите какой-то старый конфликт, но это будет временная передышка. Проблема в том, что он не готов идти до конца. Ему проще сделать шаг назад, чем взять на себя полную ответственность за ваши отношения. Даже если сейчас кажется, что он в какой-то степени там смягчился или там проявил больше тепла, на деле это способ успокоить совесть или тебя, но не план на долгую перспективу. В итоге до настоящего совместного будущего он просто не дойдет. Поворотный момент настанет тогда, когда встанет вопрос продолжать или отпускать, и он выберет выход. Ты останешься с вопросом такая «почему?». Хотя по факту ответ уже сейчас на поверхности. Он не готов резать старые канаты и идти в новое вот без этих колебаний в голове. Где вы оба по краю ходите? Между, знаешь, желанием все изменить и страхом потерять то, что есть, вы ходите. Вы прям балансируете. Он боится расстаться и снова оказаться в одиночестве, в пустоте, без твоих борщей и прочего. А ты боишься, что, отпустив, потеряешь время, которое уже вложила. Вместо того, чтобы честно сказать «да» или «нет», вы оба лавируете, да не вы лавируете. Ай, хрюкнул еще вдобавок. Да что ж, я перезаписывать не буду. Хрюкнул, вот такой я паразит. И знаешь, вы, вот, как сказать, он завис в роли человека, который вроде с тобой находится, но при этом у него эмоциональная дистанция, и ты эту дистанцию чувствуешь. Не надо самой себе лапшу вешать, что он такой счастливый весь, и что между вами этой эмоциональной дистанции нет. Ты сейчас в роли человека, который ждет четкого шага. Но при этом ты соглашаешься на самый минимум, боясь, что без него тебе будет хуже. Вот это и есть ваш край. Это зависание в страхах, когда вместо выбора вы цепляетесь там за вот это промежуточное состояние. И такое положение кажется вам безопасным, но на деле оно выматывает сильнее, чем ясный там разрыв или честное вперед движение. Совет, ну знаешь, а тут полная честность нужна. Как с собой, с самой собой, так и с ним. Но не в формате вот этого наезда эмоционального, да, а вот в формате трезвой, сухой оценки фактов. Перестань искать подтверждение того, что он возьмет курс на серьезность, и будете вы два пирата, два этих, как его, капитана на одном корабле.
Знаешь что? Посмотри, как он действует, а не то, что он говорит. Откажись от своей роли вот этой терпеливой дамы, которая ждет, когда мужик дозреет. Это не арбуз. Понимаешь? Это не инвестиция во что-то совместное. Это заморозка твоей жизни. Если ты сама видишь, что человек планы не строит, ответственность не берет, не вкладывается так же, как ты, ну, ответ вот он. Даже мне не надо говорить ничего. Ответ получен тобой. Но тебе же этого неудобно. Ты же хочешь розовые очки носить. Твой ресурс сейчас нужно для себя сохранить. Это там деньги, энергия, время, внимание. Не трать их на попытки доказать кому-то ценность ваших отношений. Либо он встречает тебя на твоем уровне готовности, либо ты разворачиваешься и идешь туда, где твой уровень не придется оправдывать. И именно вот этот шаг снимет ощущение, что ты застряла. Понимаешь? И никак по-другому. Эх, приходи в проживание арканов, потому что это все можно проработать и мужика нормального найти. И помни всегда, что дед с тобой рядом.